Сегодня разберем один из ключевых элементов для петиции на грин-карту EB1 публикаций в средствах массовой информации. Какие именно статьи подходят? Что считается авторитетным изданием? И где эти статьи должны быть опубликованы? Сегодня поможет разобраться иммиграционный юрист с более чем 25-летним опытом и более чем 5000 успешных кейсов на визы и грин-карты. Татьяна Аристова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Начнем с главного. Какие публикации считаются подходящими для критерия EB1, чтобы USCIS их приняли? Да, спасибо за этот вопрос. Итак, для начала проясним, что для того, чтобы претендовать на грин-карту по категории EB1, существует 10 критериев, которые потенциально заявитель может раскрыть или закрыть для того, чтобы показать, что он является человеком с выдающимися способностями, одним из лучших на вершине своей области. И речь идет сегодня о критерии, который называется публикацией о заявителе. Есть еще другой критерий, который относится к публикациям, автор которых является заявитель. И об этом критерии мы сегодня не говорим. Мы говорим о критерии публикации о заявителе. Итак, если мы внимательно прочтем критерий, то мы увидим, что критерий предусматривает публикации о заявителе либо в ведущих средствах массовой информации, либо в профессиональных изданиях, опять же, профессиональных средствах массовой информации. Это очень важное различие, поскольку профессиональные средства массовой информации не обязательно должны быть ведущими. И таким образом требования к публикациям, если они сделаны в профессиональных средствах массовой информации, не такие жесткие, как к публикациям, которые сделаны в масс-медиа или изданиях, не являющихся профессиональными. Вот тут нужно показать, что именно данное издание подходит под категорию Major Media, то есть является уважаемым, возможно, рецензируемым, имеющим редколлегию, средства массовой информации, которые имеют репутацию, на которые ссылаются и в котором, собственно говоря, работают уважаемые журналисты, люди с биографией, возможно, основатели этих средств массовой информации, какие-то организаторы, создатели тоже являются или организациями, или людьми с авторитетом. В общем, все, что касается авторитета, тиражности, так сказать, статуса данного средства массовой информации в индустрии, все это идет в дело при решении вопроса о том, насколько данное средство массовой информации или публикация в этом средстве массовой информации удовлетворяет требованиям закона. Офицер смотрит на вот эту вот совокупность факторов и решает в итоге один ключевой вопрос, который, возможно, мы будем упоминать сегодня много раз в ходе нашей беседы. И вопрос следующий: насколько данная публикация действительно отражает, что данный заявитель является одним из лучших на вершине своей области. Вот это тот вопрос, на который вы отвечаете путем закрытия каждого из критериев, и в том числе этого критерия, касающегося публикаций. Давайте тогда о главном поговорим. Как это должно быть отражено и что должно быть в статье, чтобы рассказать про заявителя, что он является одним из выдающихся людей в своей отрасли? Как доказать его важность для отрасли? Да, безусловно, офицер смотрит именно на содержание статьи. Если заявитель упоминается через запятую, много еще с кем, то, скорее всего, данная публикация не будет зачтена как удовлетворяющая данный критерий. Очень важно, чтобы публикация была о заявителе, о его профессиональной деятельности, об его работе. Очень здорово, если в публикации есть фотография заявителя, если публикация рассказывает его жизненный путь, основные достижения, творческие планы. Это вот то, что касается публикаций в средствах массовой информации. Конечно, очень важно, чтобы публикация служила именно цели обогащения общественного дискурса. То есть, скажем так, должен быть какой-то инфоповод к данной публикации. Опять же, мы не говорим о том, чтобы заявители каким-то образом специально создавали какие-то доказательства и публикации. Но если, например, к вам обращается журналист с предложением о вас написать, соглашайтесь. И опять же, если журналист дает вам выбор между разными форматами,
например, интервью или очерк о вас, или еще какой-то другой формат, то старайтесь придерживаться знакомых для иммиграционного офицера форматах. Вот конкретно такой формат, как интервью, иногда вызывает вопросы, потому что в интервью довольно часто большая часть текста принадлежит самому заявителю, поскольку он о себе в данном интервью и рассказывает. Вот к этому у миграционной службы могут быть вопросы, и нужно давать в таких случаях пояснения, разъясняющие, как работает журналист, что такое интервью и так далее. В общем, если вы предоставляете не столько интервью, сколько статьи о вас, то это более привычный для офицера формат, и стоит выбрать именно его, если есть такой выбор. Далее, что касается публикаций в средствах профессиональных, а не в средствах массовой информации, то, опять же, здесь публикации, ее содержание должны соответствовать целям и задачам данной публикации. Публикации, которые, скажем так, выглядят странно, вызывают у офицера тоже много вопросов. Поэтому, если есть возможность что-то о вас опубликовать, журналисты с этим обращаются к вам, соглашайтесь, публикуйте. Но, опять же, просматривая все эти публикации, помните, что если вы собираетесь потом когда-либо подавать их в американскую миграционную службу и пытаться квалифицироваться на критерии B1, важно, чтобы публикации отражали именно ваш профессиональный статус как уникального специалиста, находящегося на вершине своей области, именно в совокупности и по статусу публикаций, и по содержанию этих публикаций. Вы упомянули про интервью. Скажите, пожалуйста, подходят ли аудиоподкасты или, например, сюжеты в YouTube, видеоролики? Или нужны именно письменные статьи? Это вопрос непростой. Ответ на него во многом зависит от того, на какого офицера вы попадете и какое при этом пояснение, скажем так, для офицера вы предоставите. Безусловно, такие вещи, как подкаст или даже YouTube-видео, это новый формат предоставления информации, которого не было в те годы, когда писался закон, а писался он, напомню, примерно в середине 90-х годов, 1994 год, такой год вот выпуска иммиграционного закона, основных его положений. Соответственно, если это формат для офицера непривычный, то прежде всего вы должны понимать, что офицер не может пойти по ссылке и посмотреть то, что вы там поставили. Он может захотеть туда пойти специально для того, чтобы проверить, действительно ли там есть данный подкаст или YouTube-видео, но в качестве предложения, если вот вы ему предлагаете, вот пойдите и посмотрите сами, он этого делать не может. Поэтому очень важно предоставлять офицеру транскрипт того, что было сказано. Важно предоставлять, опять же, информацию о том, что это за подкаст, какая у него репутация, что это за YouTube-канал, сколько у него подписчиков, просмотров, репутация этого канала, возможно, владельцы этого канала также могут предоставить материалы, подтверждающие действительно популярность значения данного канала. И, безусловно, перевод на английский язык, если это не было сказано на английском языке, нужно предоставлять. То есть офицер в итоге должен видеть это все в распечатанном виде, это первое. Ну и второе, конечно, если в совокупности подкаст, в котором о вас рассказывают, не имеет такой серьезной репутации и не отражает, что вы действительно один из лучших на вершине своей области, то вряд ли такой материал будет полезен для вашего дела, и вряд ли он поможет вам закрыть этот критерий. Поэтому, опять же, мы смотрим на совокупность факторов, на репутацию, на содержание. И если мы можем офицеру вразумительно объяснить, почему это доказывает факт вашего величия, условно говоря, вашего профессионального подхода, который привел к тому, что вот вы являетесь одним из самых уважаемых экспертов в вашей области, вот это вот все нужно показывать офицеру. Скажите, а есть ли какие-то минимальные требования к тиражу или к посещаемости сайта, или к количеству подписчиков, если это речь про YouTube, например? Такого понятия, как минимальные требования, в иммиграционном праве не существует. Вы всегда можете предоставить офицеру все имеющиеся у вас доказательства и попытаться объяснить, как и почему именно эти доказательства показывают, что вот вы один из лучших в вашей области, что вы находитесь на вершине. Однако шансы ваши доказать это, конечно, неизмеримо выше, если о вас пишут ведущие журналы или уважаемые профессиональные журналы,
чем в случае, если это какой-то забытый одинокий подкаст, который, скажем так, вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Поэтому еще раз вот этот вот критерий величия вашего, профессиональной позиции вашей, вершина, на которой вы стоите, вот это вот то, что вы должны каждый раз видеть, представлять себе при решении вопроса о том, годится или не годится, подходит или не подходит, подавать этот материал или не подавать. А если кандидат сам от своего лица пишет статью, и он является автором, размещает статью, например, за деньги в каких-то изданиях, и там будет или стоять его авторство этой статьи, или пометка, что статья предоставлена рекламодателем, например. Возможно ли так? Такие статьи подходят ли они для UCS? Смотрите, опять же, мы возвращаемся к вопросу, подходит или не подходит. Безусловно, в рамках, скажем так, свободы слова человек может предоставлять любые материалы. Но если вы не хотите, чтобы иммиграционная служба обвинила вас в том, что вы пытаетесь ее обмануть, очень важно раскрывать все детали. Например, если данная публикация является рекламной публикацией, вы можете, безусловно, ее подать, но вряд ли это поможет вам закрыть этот критерий. И опять же, очень важно, чтобы миграционную службу не вводили в заблуждение. И если публикация размещена в качестве рекламы, то, безусловно, это должно быть отражено, помечено. И тогда офицер будет видеть, что это просто рекламное объявление, которое вы подавали в такой вот интересной форме, может быть, для развития вашего бизнеса, продажи ваших товаров и так далее. И, опять же, вряд ли вот такая вот самореклама поможет заявителю закрыть этот критерий. Поэтому, опять же, публикации должны являться отражением того статуса, который вы получили, той известности, которую вы имеете в своей области. И поэтому, если публикации этого никак не отражают, то просто для того, чтобы заполнить пространство, такие публикации подавать не стоит. А скажите, пожалуйста, если статья была опубликована очень давно, 10, 15, 20 лет назад, подходят ли такие статьи? И с другой стороны, если наоборот, статьи были сделаны буквально там за месяц до подачи кейса, возможно ли так? Смотрите, опять же, в законе не содержится каких-либо ограничений на то, когда конкретно должны быть опубликованы материалы. И в каждом случае можно сказать, что есть определенные плюсы и минусы в каждом подходе. Существуют важные требования, которые формулируются в рамках не критерия самого, а в рамках последнего такого вот определяющего требования для петиции B1, которое звучит как Final Merits Determination. В рамках Final Merits Determination человек должен показать то, что называется Sustained Acclaim. Поэтому, безусловно, если у человека его известность не возникла вот вчера, а является тем, что называется sustained, то есть длительная во времени известность и признание, то вот в этом случае наличие публикаций, которые имели место много лет назад, а также наличие публикаций, которые имели место недавно, все это помогает закрыть вот этот вот пункт, связанный с тем, что называется sustained acclaim. То есть публикации сами по себе не устаревают. Но опять же, если по совокупности документов заявителя видно, что много лет назад человек имел известность, а сейчас как-то его тема устарела, ушла и больше не востребована, это тоже может учитываться иммиграционным офицером. Поэтому, безусловно, публикации могут и должны быть представлены, даже если они публиковались много лет назад, 10, 15, 20 лет назад. Но насколько они отражают ситуацию сегодня, это большой вопрос. И опять же, если, например, человек продолжает активно трудиться, но вот публикаций нет, но зато есть другие какие-то достижения, изобретения, патенты, внедрения, то, опять же, эти публикации помогают, ни в коем случае не мешают. Если вдруг, например, человек не был никому известен, а потом вдруг все взлетело, разнеслось по интернету, человек получил недавно серьезную славу и признание, то, безусловно, такого рода публикации тоже помогают кейсу EB1. Однако, если публикации, скажем так, какие-то такие вымученные, ничего особо интересного в них не написано, и вряд ли они свидетельствуют, опять же, о выдающемся статусе данного заявителя, то такие публикации не помогут, невзирая на то, когда конкретно они публиковались. То есть все сводится в итоге к тому, что называется
one of the few on top of your field, один из немногих на вершине вашей области. Это тот стандарт, который мы должны все время стараться закрыть. И с этой точки зрения публикации и рассматриваются, и оцениваются. Уважаемые зрители, если у вас есть вопросы по публикациям, то задавайте их здесь в комментариях или в чате в нашем Телеграме. Я напомню, что это видео сделано в образовательных целях, оно не содержит юридический совет, юридическую консультацию. Прежде чем предпринимать какие-то действия по визе, по грин-карте, например, если вы готовите кейс EB1, то обязательно проконсультируйтесь с лицензированным адвокатом. Контакты адвоката Татьяны Аристовой здесь по ссылке. И также там по ссылке в описании есть visanow.ai. Мы поможем вам собрать необходимые документы. Татьяна, вы говорили, что публикация должна быть или в крупном, или в профессиональном издании. Но если крупное, это может быть более-менее понятно. Ну, что такое крупное? Это New York Times, это Forbes, да? А как СМИ может быть признано профессиональным? Что это означает и как это доказать? Ну, профессиональным, как правило, является средство массовой информации, которое посвящено профессиональной тематике. Например, журнал, посвященный вопросам архитектуры или вопросам, связанным с IT какой-то областью. Значит, соответственно, другие публикации в данном издании тоже должны носить профессиональный характер. Возможно, данное издание, скажем так, распространяется какой-то профессиональной организацией. Например, есть в Америке профессиональная организация IEEE, IEEE, организация электрических, электронных, electrical engineers, инженеров. Значит, соответственно, издание, публикуемое в рамках такой профессиональной организации, также может считаться профессиональным. Как правило, это издание читают люди, работающие в данной области. Они интересуются и какими-то моментами, связанными с тем, как делать свою работу, какие, может быть, правила, регуляции влияют на их работу. И в то же время часто в этих изданиях публикуются какие-то статьи об инноваторах, о людях, которые сказали какое-то новое слово, сделали что-то нужное, полезное, или могут служить примером для подражания для других профессионалов в данной области. Вот такого рода публикации, безусловно, являются профессиональными, заслуживающими внимания. А вот вы говорили, что статья должна свидетельствовать о том, что человек является одним из немногих на вершине своей профессии. Что это значит? Так и нужно написать в статье? То есть журналист так и должен сказать, вот этот человек один из немногих? Или как это доказывается? Поняла ваш вопрос. Смотрите, дело в том, что, опять же, если вдруг вы предоставляете статью, в которой прямо используются формулировки, взятые из закона, естественно, у офицера возникнет подозрение в том, что данная публикация не произошла спонтанно в силу ваших, опять же, заслуг и вашего статуса в вашей области, а была каким-то образом сделана в целях подачи документов в иммиграционную службу, и здесь, опять же, возникнет еще больше вопросов и подозрений, и, возможно, это приведет не только к отказу, но и к какому-то расследованию в отношении вас, почему вы всем этим занимаетесь, и будет решаться интересный вопрос о том, насколько все это может считаться фабрикацией доказательств. Поэтому мы, безусловно, не советуем зрителям и слушателям заниматься такого рода фабрикациями. Но, с другой стороны, опять же, здесь есть такая вещь, как интерпретация написанного текста. И текст должен быть такой, чтобы читатель мог проинтерпретировать его как текст, свидетельствующий о вашем исключительном статусе или о ваших каких-то профессиональных заслугах. Например, если в статье описано какое-то инновационное решение, которое вы нашли, рассказывается, как вы его применили. И все это написано в профессиональном издании. И опять же, все это служит для того, чтобы люди, другие профессионалы в вашей области ознакомились с вашим подходом и могли пойти по вашим стопам, даже если это не научная публикация, но именно профессионального характера публикация. Такая публикация вполне возможно будет свидетельствовать о вашем статусе как человеке с выдающимися способностями. Если публикация говорит о том, что вы молодой начинающий специалист и
робко делаете ваши первые шаги, то, скорее всего, такая публикация о ваших выдающихся достижениях не свидетельствует и, соответственно, вряд ли будет засчитана. То есть очень многое зависит от того, что именно решил написать о вас журналист и в чем, собственно, состоит вот отражение вас вот в этом зеркале общественного дискурса. Очень часто, когда готовится публикация, люди задаются вопросом, а о чем должны быть публикации? И в рамках подготовки кейса на IB1 людям нужно собрать много документов про ассоциации, про членство в жюри, про награды какие-то, призы. А вот если публикация как раз и связана с этими наградами, или о том, что он там на выставках каких-то был, или в ассоциации вступил, то подходят ли такие публикации? И дополнительный вопрос к этому, можно ли тем самым усилить критерий, например, ассоциации? Безусловно, смотрите, опять же, если речь идет о публикациях, которые возникают спонтанно в силу того, что журналист, профессионал в своем деле счел заслуживающим внимания тот факт, что вы получили какую-то награду, или тот факт, что вас приняли в какую-то организацию или ассоциацию, куда принимают только выдающихся специалистов в данной области. Безусловно, тот факт, что журналист счел это заслуживающим общественного внимания, служит на пользу вашему делу. Поэтому, безусловно, такие упоминания, отражение таких фактов может косвенно служить подтверждением того, что вот действительно эта ассоциация является требовательной, и прием в нее отражает тот факт, что вы один из лучших специалистов в вашей области. То есть критерии, безусловно, работают не в унисон, они работают в гармонии друг с другом, и, соответственно, такие вещи, как упоминания в прессе, помогают показать значимость каких-то вещей, отраженных в других критериях. Поэтому это, безусловно, так. Однако, опять же, если объективные доказательства не подтверждают значение, например, данной награды, невзирая на то, что журналист о ней написал, но вот больше никто о ней ничего не пишет, безусловно, это будет в минус, а не в плюс. Поэтому весь вопрос, опять же, стоит в том, чтобы все ваши доказательства в совокупности складывались в такой достаточно убедительный пазл. Если взвесить все вместе, вот в общей картине, на полотне таком широком показывает, что вот действительно мы имеем в совокупности портрет выдающегося специалиста, который может принести серьезную пользу Соединенным Штатам. Если вы не удовлетворяете вот этой картине, у вас она не складывается, то просто чисто формальное закрытие критериев вряд ли поможет вам выиграть кейс. Поэтому, опять же, прежде чем подавать документы на такие петиции, как IB1, важно оценить себя, оценить свой вклад, свои перспективы и трезво относиться к тому, насколько вы действительно сможете эти критерии закрыть. Технический вопрос. Бывает ли достаточно одной статьи, чтобы закрыть данный критерий? Или есть какие-то требования по количеству статей? Или, может быть, по вашему опыту вы можете подсказать, сколько обычно требуется статей? Значит, как я уже говорила, такого момента, как именно требований, у нас нет, поскольку выиграть кейс можно по совокупности факторов, даже не имея ни одной публикации о себе. Тем не менее, если вы хотите закрыть этот критерий, то в ходе американском законе написано, что публикации И должны быть во множественном числе, поэтому как минимум 2 публикации стоит предоставлять для того, чтобы закрыть этот критерий. Но опять же, все зависит от весомости этих публикаций. И, как правило, в современном мире, если публикация весомая, она имела место в каком-то уважаемом журнале, то обычно другие средства массовой информации тоже как-то стремятся отразить эту тему, приобщиться. Поэтому публикация вот значимая, она редко бывает одна, обычно их бывает несколько в разных, может быть, медиа, в разных таких каналах медийных, да, то есть, например, публикация в журнале, публикация, интервью на телевидении или вот сейчас в YouTube это все. То есть вот совокупность, опять же,
отклика в общественном пространстве на ваши какие-то деяния, инновации, карьеру, предложения ваши. Вот все это в сумме дает офицеру сигнал о том, насколько действительно возможно считать лицом с выдающимися способностями. А что, если вот эти все публикации, они были у человека только в своей стране, то есть только в национальных изданиях, и не было упоминания в международных изданиях? Достаточно ли того, что коллеги в национальном уровне признают, что этот человек является выдающимся и одним из них? Дело в том, что в критерии, в самом критерии как таковом допускается удовлетворение признания на национальном уровне. Но вот если мы опять же перейдем к последнему самому требованию, самому важному, которое называется Final Merits Determination, вот здесь, обратите внимание, требования уже не сводятся к национальному признанию или национальному масштабу в вашей стране, а требования формируются как один из немногих на вершине своей области в целом. Поэтому вот здесь возникает вопрос именно международного признания, хотя в самом критерии он и не формулируется. Поэтому люди, у которых есть признание за пределами их родины, за пределами их страны, гражданства, вот такие люди имеют больше шансов на закрытие в итоге этого критерия так, чтобы дело могло бы быть одобрено, чем те, у которых только национальное признание. Поэтому вот здесь такая есть, опять же, тонкая связь между критерием и уже окончательным анализом. Есть еще один критерий на EB1 – это научные публикации, публикации в рецензируемых изданиях. В чем отличие данного критерия публикаций в СМИ и публикаций в рецензируемых изданиях? Вы могли бы пояснить? Да, конечно. Вот как я уже сказала в начале нашей сегодняшней записи, сначала мы говорили о критерии, связанном с публикациями о заявителе. Сейчас мы переходим совсем к другому критерию, который формулируется как публикации научного характера, автором которого является заявитель. В данном случае, прежде всего, очень важно содержание. Содержание должно быть именно таким, чтобы публикации можно было характеризовать как публикации научного характера. Научный характер, как правило, предусматривает, как вот вы правильно сказали, наличие рецензентов, которые читают публикацию, определяют, что есть некая научная новизна в данной публикации или профессиональная какая-то новизна, и что, опять же, для профессионалов данной области эта публикация будет предоставлять интерес. Дальше очень важно, чтобы издание было репутационным, чтобы у него был соответствующий тираж, чтобы и редколлегия в этом журнале состояла из профессионалов в данной области, и другие люди, которые публикуются в данном издании, как правило, были профессионалами в этой же области. Ну и очень важно, чтобы публикация в итоге попала в такие, скажем так, базы данных, как Google Scholar, чтобы это отражалось в Google Scholar профайле данного заявителя. Также очень важно ссылки. Важно, что публикацию вашу заметили, что на нее ссылаются, ее цитируют. И, соответственно, вот информацию обо всем об этом нужно предоставлять. Если у офицера возникают сомнения в том, что публикация носит именно научный характер, он просит дополнительную информацию, просит подтвердить, как и почему данная публикация именно имеет scholarly nature, то есть носит какой-то серьезный профессиональный характер, серьезное профессиональное содержание. Вот, поэтому, опять же, те публикации, которые вот такое содержание не имеют, не помогут закрыть критерий. Прежде чем что-то публиковать, естественно, стоит подумать о том, что я хочу этим сказать, кому это нужно, кому это важно, и какое издание подойдет лучше всего для того, чтобы донести эту информацию до правильной группы читателей, которая, возможно, откликнется, будет ссылаться, цитировать и как-то способствовать распространению ваших мыслей в профессиональной среде. Возвращаясь к публикациям в СМИ, в профессиональных или крупных медиа, можно ли использовать публикации на профессиональных платформах, например, статьи на LinkedIn, Medium, на других платформах в качестве доказательства критерия для EB1? Ну, вот, как я уже говорила, использовать можно абсолютно все. Вопрос только в том, насколько это поможет вам добиться успеха. Итак, такие публикации, как на платформах LinkedIn или других платформах, где нет редколлегий, где нет никакого отбора текстов, скорее всего, вам не помогут. Хотя я легко могу представить себе ситуацию, в
который, например, кто-то что-то придумал и написал об этом в LinkedIn. И вот сам, например, Сэм Альтман или кто-нибудь еще взял и прокомментировал. Или, например, Илон Маск взял и похвалил вас прямо вот в LinkedIn. Естественно, что хорошо бы доказать, что это настоящий Илон Маск, а не какой-то вторичный аккаунт. Но предположим, что у нас есть этому доказательство. Я думаю, что в таком случае можно даже вот такую публикацию использовать. Но это, скажем так, отдельный случай, который не является типичным. А в типичной ситуации, когда люди просто пишут что-то в LinkedIn, и это не подхватывается ведущими изданиями, не идет никуда, и Уоррен Баффет не пишет вам благодарные записки, вот в этом случае, скорее всего, такую публикацию вы не сможете использовать для того, чтобы закрыть критерий. То есть положить в кейс, безусловно, можно все, но вот офицер вряд ли согласится, что данная публикация данный критерий закрывает. Скажите, пожалуйста, выступления на конференциях могут ли засчитать как публикацию, или это совершенно разные вещи? Дело в том, что очень часто конференции публикуют такие вещи, как proceedings, то есть выступления, они в итоге превращаются в публикацию. И такого рода публикации, безусловно, засчитываются, и более того, ученые ссылаются на такого рода публикации, то есть они, в общем-то, полноценные, полновесные, полноправные публикации. Вот если выступление было и не сопровождалось ничем, кроме постера, можно использовать постер, но постер не так важен и не так значим, как именно публикация вот того, что называется proceedings of the conference. Вот. Ну, естественно, факт выступления на какой-то значимой конференции, которая имеет вес в данной индустрии, в которой участвуют уважаемые участники, организуют уважаемые участники, тоже показывает, что человек действительно имеет вес в данной индустрии, хотя напрямую, возможно, критерий публикации это и не закрывает. Скажите, пожалуйста, видите ли вы изменения в этом году с приходом новой администрации Трампа в сфере подачи, как в целом на грин-карту EB-1, так и касательно публикаций? Видите ли вы, что-то поменялось и какие сейчас тенденции? Ну, я бы сказала, что еще недостаточно времени прошло с начала года, когда, собственно, администрация Трампа пришла, чтобы сказать, что вот именно критерий публикации каким-то образом по-другому оценивался. Но в общем и целом мы видим более строгое отношение к заявителям, больше вопросов задается. И стоит помнить о том, что вот сейчас иммиграционная служба, она получает новые полномочия, она получает полномочия по расследованию всяких злоупотреблений, то есть фактически превращается в такой достаточно репрессионный аппарат. И, возможно, у офицеров, вот мы увидим после 1 октября, когда начинается вот введение этого нового норматива, будет больше вопросов по этому пункту, и в этом отношении заявителям стоит быть очень осторожными и не подавать каких-то доказательств, которые могли бы вызвать лишние вопросы. Спасибо. Тогда у меня последний вопрос. Что вы могли бы порекомендовать заявителям, которые готовятся на EB-1, как им готовить публикации как критерий и в целом, что им делать при подаче своего заявления на EB-1 грин-карту? Да, безусловно, все публикации должны быть распечатаны аккуратно. Они должны быть распечатаны так, чтобы было видно, с какого сайта это идет распечатка. Иногда люди распечатывают в каком-то формате, где нету ссылок на вот конкретно URL ссылочки. Значит, дальше очень важно, чтобы был автор у публикации, чтобы было написано, кто автор публикации. Иммиграционная служба очень это спрашивает. Далее часто люди подают неполные переводы, они переводят только какую-то часть, например, заглавие, или иногда даже бывает ситуация, что публикация в какой-то газете, там многостороннего текста, и вот этот сторонний текст не переводится. Иммиграционная служба это не любит. Она просит, чтобы если вы что-то даете, чтобы был полный перевод. Поэтому следите, чтобы перевод был полный. Если вы не хотите давать всю статью, можете всю статью не давать, но ту часть, которую вы даете, вы должны перевести полностью. Переводчик должен заверить перевод своей подписью, написать, что он знает оба языка, что перевод полный, правильный. Вот все это, свои координаты он должен оставить, имя, фамилию, адрес, телефон. Нотариальное заверение не требуется. Но такого рода оформление, во-первых, аккуратное, во-вторых, отражающее дату публикации, место публикации, издание, в котором это все опубликовано, на каком сайте это все опубликовано.
Вот вся эта информация должна быть предоставлена офицеру, чтобы офицер не запрашивал у вас эту информацию. Дальше, опять же, если не является публикация какой-то общеизвестной, такой как журнал Forbes или вот New York Times, то, возможно, стоит предоставить информацию из таких источников, как, например, SimilarWeb или других источников о том, сколько народу смотрит на этот сайт, посещаемость, тираж. Также во многих изданиях есть такие вещи, которые называются Media Kit, то есть это набор информации для рекламодателей, собственно говоря, которые хотели бы там рекламироваться, а может быть еще для других каких-то целей, где описано, какой тираж у данной публикации, на какую публику публикация ориентирована. Эту информацию тоже стоит предоставить. Если вы хотите предоставить дополнительную информацию, показывающую вес данного издания, вы можете предоставить информацию о членах редколлегии и, возможно, основателях, организаторах данного издания или публикации, или еще любую другую информацию, подтверждающую значимость газеты, журнала или данного средства массовой информации. Поэтому чем больше информации, тем лучше, однако, опять же, офицера не стоит перегружать, и какие-то очевидные вещи, типа известности журнала Forbes, в общем-то, можно не предоставлять, это достаточно известная публикация. Поэтому это такая вот балансировка в данном случае, которая осуществляется вами и вашим адвокатом для того, чтобы, с одной стороны, нарисовать картину для офицера, с другой стороны, не перегрузить его. Татьяна, я знаю, что вы работаете лицензированным юристом с 2000 года, и у вас огромнейший опыт по подготовке кейсов, по подаче, более 5000 одобренных грин-карт, виз. И я искренне благодарен вам за то, что вы делитесь вашим опытом, секретами и знаниями о подготовке виз, грин-карт с нашими зрителями и слушателями. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, спасибо за внимание, уважаемые зрители и слушатели. Спасибо, пусть все визы ваши будут одобрены, и встретимся в Америке. Пока.